Всем привет, меня зовут Роман. Так, понятно, паузу. Всем привет, меня зовут Роман, и это очередной обзор 5700G процессора от компании AMD. Что за проц? Ну, в принципе, из прошлого ролика вы уже должны знать, что это самый быстрый процессор с интегрированной графикой на Диком Западе. Точнее, самая быстрая интегрированная графика, а вот процессор далеко не самый быстрый, лежащий по производительности где-то между 3700X, 3800X и 5800X в градации AMD, вот где-то ровно посередине по производительности он и лежит. Но интересно нам, конечно, в нем не эта часть, а его графическая часть, ну и в принципе производительность. В прошлый раз у нас был ультракомпактный вариант, который не работал, потому что не тянул блок питания на 150 Вт. Спойлер из розетки: компьютер ест, ну, правда, с водичкой, но 220 Вт. Отнимем 20 Вт, 200 без вопросов. Соответственно, блок питания на 150 Вт с этим не справлялся. Даже с пересчетом через КПД это 180 Вт нагрузки, но 170 нет. Что еще такого интересного? Не тянулась его система охлаждения. Там был кулер Noctua, совсем мелкий, и как бы это не работало. Говорят, AD Cooling AS60 справляется лучше, но глядя на тесты на двухсекционное ИО, верится в это, конечно, с трудом. Хотя в определенных ситуациях должно было бы работать. И, собственно, вот она, работа над ошибками. Нет, этот компьютер так клиенту не уйдет. У него будет третье исполнение, его вы тоже увидите. Но поскольку тема хайповая, решение было принято сделать тесты. Здесь 650-ваттный блок питания, нормальный, бронзовый. Все с ним хорошо, стандартного ATX формата, ничего сверхъестественного. Точно такая же платформа, как и в прошлый раз, то есть 5700G, X570i Aorus Pro материнская плата от Gigabyte, два модуля оперативной памяти на 4400 МГц, Crucial на 19 таймингах и 19 на 19, если что. Ну и, соответственно, 32 гигабайта, вот это вот все. Все вот прям по высшему разряду. Память сильно дороже, чем проц на самом деле. И два 970 Pro SSD накопителя по 1,5 байта в RAID 0. Конфигурация не изменилась, изменился корпус и система охлаждения. Здесь у нас Cooler Master, двухсекционная IO, 240 мм, два вентилятора. Ну и, конечно, значительно большая рассеиваемая мощность, чем в прошлый раз. Ну, то есть гарантированно достаточное охлаждение для этого процессора. Ну и, соответственно, поскольку он выполнен в таком виде, работает он немножко иначе. В наших тестах будет еще один нюанс, который вам нужно знать и нужно учитывать при покупке такого процессора. Это важно, и это настройка количества выделяемой оперативной памяти процессору. В нашем случае мы как бы от щедрот душевных выделили ему 8 гигабайт. Для этого, правда, пришлось хорошенько поковыряться сначала в интернете, потому что, если честно, вот своими двумя глазами я эту настройку, хотя я знаю о ее существовании, в BIOS сходу не нашел. Уж назвали, так назвали. Но, как бы окей, настройка это есть, объем выделяемой памяти меняется, и это, как ни странно, влияет на результат. Ну и рекомендуемый мной объем для выделения 4 гигабайта, то есть, соответственно, минимальный объем памяти для данного компьютера, если вы планируете его использовать в том числе и как игровую платформу. А спойлер, он на самом деле что-то в этом плане все-таки может, пусть и не очень много, но для интегрированной графики на самом деле вот так вот. Поэтому окей. Выделить рекомендую 4 гигабайта, мы выделили 8 для тестов, и в целом, что из этого получилось, сейчас и увидите. Итак, PCMark 10, 5998 баллов, больше, чем в прошлый раз. Ну и как бы результат прям на уровне. Понятно, что здесь у нас только процессор с интегрированной графикой, но спойлер, он может. Но не в 3D Mark. В 3D Mark все плохо. 10 кадров и как бы, ну ребят, камон, интеграшка. Чего вы, собственно, ждали? Настройки такие же, как и у нас во всех других тестах. Ну и как бы, соответственно, результаты видите сами. 1700
31 балл. Для интеграхи great. Но как бы в целом, ну, я думаю, что показатель FPS вас расставляет для вас все на свои места. И CPU Score аж 9486. Ну, это CPU Score. Впрочем, процессор это про Cinebench. 1465 баллов в однопотоке. Чуть быстрее, чем в прошлый раз. Ну и 13466 баллов в многопотоке. Но это еще чуть больше, чем в прошлый раз. Ну, 2 SSD диска традиционно хороши. Все-таки RAID 0 из 970 Pro. Нагрев. В данном случае у нас греется все немножко поменьше, корпус попросторнее вентилируется гораздо лучше. Но там где-то в какой-то момент времени 81 на VRM все-таки удалось поймать тепловизору, но в целом по датчику 70, процессор примерно 88 градусов, графический чип 73. Ну а что вы еще хотели? Двухсекционная ИО, как-никак. Dota. Dota у нас на максималочках, это неуверенные 60 кадров. Но, впрочем, и камера здесь стоит выше, ну и как бы запись ролика со всеми скинами, со всеми делами. Ну, то есть на 60 кадров в Доте на максималках можете рассчитывать. В принципе, будет работать. CSGO. В среднем 80, ну, давайте назовем так, уверенные 80 кадров, 90-100 местами. И в целом, как бы, да, почему нет, в CSGO побегать можно, но не на киберспортивном уровне. Настройки, кстати, тоже максималочка. World of Tanks. Здесь у нас неуверенные 60 кадров, но это не ультра. Это пресет высокие на ультра, не играбельно, поэтому так. В танке покатать можно, но вот немножко сдался видик. Я думал, что во всех тестах, которые у нас идут, скажем так, для слабых систем, он сможет на ультре, но нет. Даже расшаривание памяти, в общем, не помогло. Танки нет. Но на высоких неуверенные 60. Warzone. Минимальные настройки. Ну, понятно, что ни о каких средних на интеграшке речь особо и не идет, хотя Warzone и настройки штука особенная. Там некоторые настройки меняй, не меняй, картинка меняется, FPS нет. Но неуверенные 50 кадров в Warzone, ну, в целом почти хорошо. Escape from Tarkov. Минималочка. И, опять же, неуверенные примерно 37, 40, там 35, местами 33 кадра. То есть в целом играть можно, но учитывая, что это и то, и Warzone, и Tarkov, FPS-шутеры, то что-то как-то больно. В CSGO было все гораздо лучше. Учитывая, что здесь настройки снижать уже некуда, но как бы ничего не поделаешь. Red Dead Redemption. Неуверенные 28 кадров, 26-28 в среднем. Счетчик игры показывает примерно 28-30. Ну и как бы в однопользовательском режиме в это еще можно играть. Но неуверенные 28 кадров, ну такое себе, если честно. Ну, то есть, да, но нет, учитывая, что это минималки. Киберпанк. Здесь как бы еще все веселее. Это, опять же, минималки и неуверенные 25 кадров. Меньше, чем в Red Dead Redemption. Если очень припрет, пройти Киберпанк можно. Но нужно ли на таких настройках? Тут, как говорится, у меня ответа нет, но такое. Хотя в целом неплохо. Для интеграшки вообще отлично. В общем, если сделать все правильно, то 5700G очень неплохой вариант. Ну а на этом все. Всем пока и помните, Евробай. Только лучшее.